Вы помните божественную комедию Данте? Там было 9 кругов ада. Автомобили из ралли-рейдов проходят 4 круга ада. И поверьте, эти круги ада гораздо страшнее. Всем привет! Мы прилетели в Крым, где совсем скоро начнется этап чемпионата России по ралли-рейдам. Мы находимся неподалеку от города Евпатория, море, солнце. Но это не самое главное. Самое главное — это сотни и тысячи ньютон-метров раллийных монстров, которые совсем скоро начнут свое дело. Вы спросите, а какого черта вы здесь забыли на ралли-рейдах, ребята, которые всю жизнь занимаются организацией драг-рейсинга? Справедливый вопрос. Мы приехали познакомиться с новой автомобильной для нас дисциплиной, понять, какая у них техника, сколько лошадиных сил, ну и в конце концов, сколько едет до 100 км в час КамАЗ-мастер. Но прежде я позволю себе объяснить, в чем же принципиальная разница между классическим ралли и ралли-рейдами. Потому что многие из вас и даже многие из автомобильных блогеров не знают, что это принципиально разные вещи. Начнем с классического ралли. Там не очень большие перегоны. Спецучастки, как правило, 10, 15, 20, порой 50, 60 километров, но это потолок. И пилот, и штурман заранее знают трассу. Они имеют возможность проехаться по ней, составить легенду и по этой легенде уже на боевой раллийной машине проехать там на хорошее время. Что же касается ралли-рейдов, то здесь о спецучастке, о трассе не знает никто. И, кстати, скажу вам по секрету, пилоты ралли-рейдов смотрят слегка свысока на пилотов классического ралли, потому что те едут всего лишь 30-40 километров. В кольцевых гонках самая длинная трасса, самая опасная трасса, которую также называют «Зеленый ад», Нюрбургринг-Нордшляйфе, имеет протяженность 20 с небольшим километров. В ралли-рейде в Крыму ребята поедут 2 круга по 200 с лишним километров. И они поедут не по идеальному немецкому асфальту с поребриками и с разметкой. Они поедут по пересеченной местности, по камням, по грязи, по лугам и полям. И что их ждет, не знает никто. У них есть лишь направление. За моей спиной стартовая зона этапа чемпионата России по ралли-рейдам. И у вас резонный вопрос: где, черт подери, автомобили? Они все на трассе. Это особенность ралли-рейдов. Здесь нет автомобилей, которые просто так красуются в паддоке. Они все время валят, а то время, когда они не валят, им подкручивают гайки, чтобы они могли валить еще быстрее. Друзья, за моей спиной финиширует один из участников на КамАЗ-мастер. Вот он несется, поднимая просто огромное количество пыли. В общем, закончился для него первый круг протяженностью более 200 километров. Сейчас автомобиль проследует в техническую зону, где его проверят, осмотрят, заменят быстро какие-то запчасти, и дальше он будет готов ко второму кругу. Вечер первого боевого дня Баха-Крым. Эти КамАЗы, которые стоят сейчас вокруг меня, уже проехали 2 боевых круга, более 200 километров каждый, по пересеченной местности, в режиме газ в пол. И это для них пустяки, потому что такие автомобили с такой подготовкой преодолевают не то что сотни километров, а тысячи километров в многотысячекилометровых ралли-рейдах под названием Париж-Дакар или же Шелковый путь, который начинается в Москве, а заканчивается в Пекине. Просто вдумайтесь. И сейчас мы попытаемся рассказать, что же есть интересного с технической точки зрения в этих автомобилях.
За моей спиной двигатель КамАЗ Мастер. Что можно рассказать про этот мотор? Это V8 объемом 16,2 литра. Вы не ослышались, 16,2. Две турбины, турбодизель. И мощность 920 лошадиных сил. Но мощность здесь впечатляет не в первую очередь. Впечатляет здесь крутящий момент, который составляет 4000 ньютон-метров. На что они способны? Ну, например, они могут разогнать эту штуковину до 100 км в час за 10 секунд. То есть это, в принципе, все еще быстрее, чем какой-нибудь 2-литровый автоматный Фокус. При том, что масса автомобиля со всеми жидкостями и пилотом со штурманом больше 10 тонн. Максимальная скорость 140 км в час, но она искусственно ограничена. Если снять ограничитель, этот КамАЗ поедет 167 км в час. Я, кстати, был очень сильно удивлен, когда заглянул туда и увидел, что марка турбин Holset, они, кстати, такие турбины часто используются в российском дрэг-рейсинге. Это неплохие турбины, показывают хорошие результаты в дрэге, и, как выясняется, они выдерживают ралли-рейды, что тоже очень и очень непросто. Я впервые вижу вживую такой огромный двигатель. В дрэг-рейсинге, в профессиональном дрэг-рейсинге самые быстрые болиды Top Fuel и Funny Car, они едут всего лишь на 8 литрах. Вы спросите, какая здесь коробка передач? Автомат? Робот? Нет, здесь механическая коробка передач. Присутствует педаль сцепления и, внимание, 16 передач. 16. Мы удивляемся, когда на современных Porsche и Корветах 7-ступенчатая механика, а здесь 16-ступенчатая механика. Что есть здесь еще интересного? Например, тормозная система. Вы спросите, здесь карбонокерамика? Нет, здесь даже не дисковые тормоза, здесь стоят барабаны. Вы спросите, почему? Ну, потому что гонки по пересеченной местности, в грязи, в песке, по камням выдерживают только такие механизмы. Теперь, что касается подвески. Подвеска здесь стоит фирмы Рейгер или Райгер. По-разному. Одни механики мне сказали Рейгер, вторые механики сказали Райгер. В общем, мы покажем вам надпись, читайте ее, как считаете нужным сами. Что интересно, регламентом ограничен ход подвески на уровне 300 мм, то есть 30 сантиметров. А зачем? А затем, потому что если это ограничение снять, то поедет быстрее та команда, у которой больше денег, потому что поставят более дорогую подвеску с еще большим ходом и смогут ехать с большей скоростью на неровной дороге и преодолевать все вот эти ухабы еще быстрее. Поэтому регламентом ограничили на уровне 300 мм, чтобы все команды ехали примерно на одинаковом уровне. Кстати, бак у него на 1000 литров и хватает его на 800 километров в боевом режиме. Вот что такое болиды КамАЗ Мастер. Здесь еще и другая физика. Здесь опущен ниже двигатель, чтобы снизить центр тяжести и тем самым позволить этому КамАЗу хоть как-то управляться, потому что автомобиль все еще очень и очень высокий, ему нужно поворачивать, а не переворачиваться. Поэтому, чтобы он не переворачивался, двигатель опустили конструктивно ниже относительно того уровня, где стоял заводской мотор. Как говорил Вольтер Рёль, действующий тест-пилот компании Porsche, на секундочку, спортивный автомобиль от спортивного лимузина отличает три вещи: низкая масса, высокая жесткость кузова и низкий центр тяжести. Что же здесь является расходником? Чаще всего колеса, которые по регламенту можно возить с собой в количестве 2 штук. На степи, на пересеченной местности, на острых валунах шины, к сожалению, прокалываются. Но есть две запаски, которые можно по регламенту тащить с собой и быстренько их заменить где-нибудь в степи ночью без света, без помощи, без всего. Добро пожаловать в мир ралли-рейдов, суровый и беспощадный. Сейчас вечер, и сейчас все эти машины приводят в чувство, потому что завтра завершающий день соревнований в рамках этапа чемпионата России по ралли-рейдам. Гурам, ну тест-драйв-то ты снимешь КамАЗа? Слушай, но на тест-драйв надеяться глупо, учитывая, что машина приехала сюда соревноваться и показывать хорошие результаты. Но я очень надеюсь, что пилоты оставят немножко силы, прокатят меня в боевом режиме, и тогда я смогу передать всю полноту ощущений, которые испытывает не то что пилот, а хотя бы штурман. Конечно же, вы спросите, сколько будет стоить построить подобный КамАЗ, чтобы рассекать у себя на даче? Это хороший вопрос, но прежде давайте узнаем, сколько стоит подобный КамАЗ в заводском виде у Автору. Узнаем на Автору стоимость похожей версии КамАЗ. Заходим в грузовые автомобили, выбираем категорию грузовики, КамАЗ 4325.
18 результатов. Мы видим, минимальная стоимость подобного КАМАЗа примерно 500 тысяч рублей. У нас второй день этапа чемпионата России по ралли-рейдам. И, как вы уже поняли по картинке за моей спиной, мы сменили дислокацию. И вот, кстати, один из участников за моей спиной приезжает один из кругов. Сегодня другая трасса, другая местность, холмистая, которая напоминает кадры из фильма «Властелин колец». 2 круга общей протяженностью более 160 километров. Вчера было 2 круга протяженностью общей более 400 километров. Помнишь, какой вопрос ты задал мне вчера вечером? Не помню, я был пьяный. Ты вечно пьяный. Ты меня спросил, получится ли у нас прокатиться на этой машине. И в итоге, о чудо, мы договорились. Ничего необычного. Мы просто едем по Евпатории на ралли-рейд КАМАЗ-мастер. Типичная ситуация, когда болид КАМАЗ-мастер заезжает на обычную заправку и говорит: мне, пожалуйста, 1000 литров дизельного топлива. Оплата картой. Бонусная карта имеется. И на тебя такие круглые глаза, потому что у тебя одна машина. На заправке столько нету. На заправке столько нету, да. Либо ты делаешь просто дневной оборот всей заправки одной заправкой КАМАЗа. В общем, ребят, никто этого не ожидал, но нам получилось, скажем так, у нас получилось оказаться в кабине легендарного монстра КАМАЗ-мастер. Наш пилот, заслуженный мастер спорта международного класса Андрей Каргинов, который является призером Париж-Дакар. Я предвкушаю очень интересный экспириенс. По дороге сюда, просто по обычному асфальту, я уже испытал довольно широкую гамму эмоций, поскольку, сидя на высоте 3 метра, любые ускорения, любые торможения, любые перегрузки ощущаются особенно сильно. Теперь же мы будем съезжать на спецучасток и поедем в боевом режиме буквально 10-15 минут. Я думаю, этого хватит, чтобы наши позвоночники с оператором осыпались. Мы поняли, что ралли-рейды — это совершенно другая история, и, возможно, плюнули в сторону драг-рейсинга. А возможно и нет, сейчас все узнаем. Андрей, главный вопрос, на который нужно ответить. Вы знакомы с Владимиром Путиным? Да, мы были на приеме у него, и не один раз после удачных выступлений он зовет к себе, и в приятной дружественной обстановке он расспрашивает про гонку, про какие-то нюансы. Очень приятно, что первый человек государства интересуется нами и следит за соревнованиями. Поэтому большой груз ответственности, ну и стараемся не подвести и привести всегда хороший результат. Честно скажу, немного страшно. Да, едем. Охренеть! Вот это да! Вот это да! Андрей решил... Это просто какой-то космос. И ребята в таком режиме. Охренеть! Охренеть, ребят, вы в таком режиме едете 1000 километров. Ну за какие деньги вы это делаете? Мне уже страшно. Мне реально страшно, Дем, я не вру. Это однозначно самый крутой аттракцион, на котором мне приходилось кататься. Любые американские горки — это просто фигня по сравнению с КАМАЗ-мастер. Когда вы едете на высоте 3 метра боком на 10... Это вообще, это просто, это непередаваемо. Блин, что?
меня уже ничем не испугаешь. Это просто космос. Значит, ребят, это было в течение, наверное, 2 минут. Не более того. У меня уже устала шея, потому что перегрузки на шейные позвонки, на шейные мышцы просто колоссальные. Меня катали в России быстрые пилоты на быстром треке Сочи F1. И я вам отвечаю, что эта езда, это просто бабушка поехала за пончиками по сравнению с тем, как мы сейчас пролетели на КамАЗ Мастер. Как говорил известный классик, можно делать 3 вещи, получая постоянно удовольствие и без устали. Смотреть, как горит огонь, как льется вода и как проигрывает твой соперник по дрэгрейсингу. Итак, Нива, Rally Raid, Супротек Racing против КамАЗ Мастер. Поехали! Едем пока ровно. Ты смотри, Нива держится! Ты смотри! Но нет, КамАЗ вырвал! Вперед! Есть! Выиграли! Вы выиграли! КамАЗ Мастер, это вам не шутки! Антону Воротникову большой привет! Но с КамАЗом шутить не стоит. Андрей, просто невозможное уважение к вам. Это просто космос, это другая реальность, это абсолютно другие эмоции. Я даже не рассчитывал на такое, поэтому огромное вам спасибо за этот опыт. Я это буду рассказывать своим детям. Ребят, это было просто нечто. Мы только что закончили обзорный тест-драйв КамАЗ Мастер действующего болида. Это настоящий монстр. Пилот просто профессионал Андрей Каргинов, который является заслуженным мастером спорта международного класса и многократным призером Париж-Дакар и многих других соревнований. Это непередаваемые ощущения, непередаваемые перегрузки, и ни один аттракцион в жизни мне не дарил подобных эмоций. Это очень круто. Огромное спасибо команде КамАЗ Мастер, ну и, разумеется, команде Супротек за то, что пригласили меня на это прекрасное мероприятие. Ну что, друзья, уже поздний вечер, многие команды уже уехали, прошло награждение, но я не могу не рассказать вам про еще один болид из конюшни команды Супротек Racing. Нива! Самая настоящая Нива. Ну, от Нивы, наверное, в ней остался только кузов, потому что это пространственная рама, трубчатая рама, накрытая элементами кузова от Нивы, которую мы знаем уже очень много-много лет. Сразу после КамАЗов, с точки зрения популярности, с точки зрения вызова эмоций у зрителей, шел этот автомобиль, это Нива, поскольку люди видели привычные силуэты кузова и понимали, что это тот самый автомобиль, на котором катались они в детстве, на котором дедушка их возил в детский сад, а затем в школу, а теперь этот автомобиль едет боком в ралли-рейдах в Евпатории, в Крыму, на которых мы присутствовали по приглашению компании Супротек. В общем, именно на этой самой Ниве сидел наш товарищ, автоблогер Антон Воротников, который посчитал себя достаточно быстрым, умелым и опытным пилотом, чтобы противопоставить себя против КамАЗ Мастер. Ну, в общем-то, 2 заезда закончились с одинаковым результатом. КамАЗ был впереди. Но, тем не менее, надо сказать, Нива держалась на равных и отставала совсем немного на дистанции 402 метра по пересеченной местности. Вообще, кто-либо на планете проводит подобные дрэгрейсинги? Мы проводим. Двигатель здесь 3 литра от BMW, 3 литра турбодизель. И почему я рассказываю про это с таким воодушевлением? Потому что в моем личном автомобиле стоит такой же 3-литровый турбодизель, и я его тоже очень сильно люблю. Мощность порядка 270-280 лошадиных сил, около 600 ньютон-метров крутящего момента, масса 1800 килограмм, полный привод разработки команды Супротек Racing. Ну и, что самое главное, пилот этого автомобиля принес победу в конюшню Супротек Racing. Александр
Потапов великолепно провел сегодняшнюю и вчерашнюю гонку и показал отличные результаты. И то, что автомобили, собраны из абсолютно различных запчастей, могут поехать хорошо, если они собраны в хорошей команде, а за рулем сидит талантливый пилот. Ну и, разумеется, не забываем про штурмана. Завершился этап чемпионата России по ралли-рейдам здесь, в Крыму. Мы получили массу положительных эмоций. Мы узнали новых пилотов, мы узнали, на чем они гоняют, мы узнали, в конце концов, что эта дисциплина беспощадна как к технике, так и к участникам. Мы получили просто нереальный опыт и нереальное удовольствие, когда нас прокатили в боевом режиме на настоящем болиде КамАЗ Мастер. В общем, нам очень понравилось, и я думаю, что мы приедем сюда еще на ралли-рейды. С вами были Гурам и Демид. ДТ Лайв. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! Что ты хотел мне сказать? Что теперь ты можешь сказать про ралли? Об этом можно говорить весь вечер, но если говорить коротко, то надо приехать и попробовать. Кстати, есть классы даже для любительских автомобилей без всяческой подготовки. Приезжайте на обычном дизельном X5 и попробуйте себя. Но на всякий случай купите запчасти.